тайга, лес и природа обретает там совершенно какие-то сказочные очертания. Аймекон, полюс холода, конечно, предстал перед нами во всей своей красе. Сначала нам нужно было добраться до стана оленеводов. Те несколько дней, пока мы туда добирались, мы даже не имели возможности глушить машину. То есть с нами был запас бензина, как в таком же количестве, как я применял во время своих путешествий по Африке. Условия для работы были очень экстремальные, мы переживали, как выдержит техника, как выдержат люди. Как нам сказали оленеводы и венки, к которым мы добрались, в этот месяц, в феврале, практически все время стояла температура в районе минус 60. Но нам очень крупно повезло, и в те дни, пока мы находились в этих местах, температура колебалась от минус 45 до минус 52. И мы застали еще несколько хороших солнечных дней и снимали в очень хорошую солнечную погоду при очень красивом освещении. Мы брали с собой 7R2 и 7S2 альфу. Мы применяли во время съемки S-Log, что не совсем удобно в экспедиционных условиях, потому что нужно было постоянно менять ND-фильтры. Но в конечном итоге это все сторится и окупилось, потому что на выходе мы получили очень-очень хорошую картинку с большим диапазоном по свету и по теням. Для меня, как для режиссера, было очень важно снять такие кадры, которые бы передавали всю красоту нашей Сибири. Мы советовались с якутскими операторами, которые работают с предыдущими камерами 7S1, 7R1, и они нас сразу предупредили, что они в основном не работают при температурах ниже минус 20 и не применяют квадрокоптеры при температурах ниже 20 градусов. Поэтому на этот счет мы, конечно, немножко волновались. В результате получилось так, что квадрокоптер, к которому была прикреплена камера, мы могли утеплить. Он был утеплен различными легкими утеплителями, и даже сами аккумуляторы квадрокоптера были утеплены. С ним вообще проблем не было. А вот камера, которая на нем была закреплена, она совершенно не было возможности ее никак утеплить. Мы убедились, что камера стабильно работает вот в этих условиях примерно 15 минут. То есть сама камера, скажем так, ни разу не давала никаких сбоев. Отказов ни в каких системах не было. Камера работала 3 цикла таким образом. То есть где-то 35-45 минут сама камера работала, если в ней менять аккумуляторы. Потом она, конечно, индивела и покрывалась инеем, и просто выглядела как кусок льда. После этого ее нужно было отогревать где-то час-два в каких-то теплых условиях, там, в палатке или в машине, или еще вот где-то. При мне был постоянно запас 10 аккумуляторов, которые постоянно были в теплых внутренних карманах. Плюс я отключил механический затвор, потому что на 20-30 минуте этот механический затвор, конечно, уже замерзал, и фотокадры было крайне трудно делать. Камера очень медленно срабатывала, и медленно затвор возвращался на место. Несколько раз были падения камеры в снег, и плюс я еще 2 или 3 раза просто падал с саней, когда мы там шли по густому лесу, и камера падала несколько раз в снег и продолжала работать. Еще огромный плюс то, что на камере имеются активные кнопки, которые можно программировать. Я запрограммировал основные все функции на эти кнопки, потому что руки сильно мерзли, и моторика рук не позволяла делать сложные операции, залезать глубоко в меню. Нужно было, чтобы основные параметры съемки можно было запрограммировать на 3-4 основных кнопках. И это очень здорово мне помогало при съемках.
Те бураны, которые нас доставили в конечном итоге в стан оленеводов, это были, конечно, совершенно допотопные советские бураны, которым было уже больше 10 лет. Они страшно коптили, с них было непросто снимать, потому что иногда просто гарь перекрывала нам всю картинку. Но, тем не менее, все равно мы с этими трудностями справились. Несколько раз просто-напросто пересаживались в сани оленеводов. В этом случае система стабилизации, конечно, очень здорово выручила, потому что рельеф местности очень сложный, амплитуда движения очень высокая, постоянные кочки, снежные какие-то заносы и так далее. Плюс сани себя ведут очень нестабильно. Система стабилизации в этом плане отработала просто идеально, с моей точки зрения. Все время сверху сыпался снег с деревьев, которые мы задевали. Ну и плюс вот эти вот минусовые температуры, иногда просто руки даже не работают и невозможно ничего переключить. Поэтому я в основном пользовался двумя объективами, которые постоянно у меня стояли то на одной, то на другой камере. Это были фикс-объективы. Один был широкоугольный 28 2.0, а другой был портретник, полтинник 1.8. Вот это вот были основные мои рабочие объективы. Они маленькие, компактные, как и сама камера. Их очень удобно, все это вместе, очень удобно прятать за пазуху, отогревать и потом доставать снова для работы. Для условий съемки минус 50 и минус 52, просто по-другому было невозможно работать. Все это в конечном итоге будет показано в фильме «Великий Северный путь», который выйдет на широкие экраны, на экраны кинотеатров зимой следующего года. Наверное, если говорить о том, что есть в мире красота природы, и вот красота природы нашей сибирской, как мне кажется, она вот именно там.